Как правильно поставить план для сотрудника? Ответ на ваш вопрос, он и грустный, и печальный, и веселый одновременно. Дело в том, что вообще, строго говоря, вам не надо ставить план для сотрудника, по-честному. То есть, если вы хороший, умелый руководитель, то вы знаете один секрет. Вы никогда не планируете за своих сотрудников. Вы ставите им задачи. Вы ставите им количественный план. Вы ставите им какие-то планки. Вы ставите перед ним большие задачи, связанные с тем, что надо что-то построить, внедрить, продать и так далее. А дальше вы говорите: дружок, иди и напиши план на неделю с конкретными задачами. И так, чтобы каждая задача приблизительно прикинь, сколько ее выполнения займет времени. Это для того, чтобы они не писали вам планы, которые изначально являются невыполнимыми. Это невозможно. Невозможно. Неизбежно. И потом, конечно же, когда человек написал невыполнимый план, он будет в конце концов расстраиваться, потому что его нельзя выполнить, потому что он вообще-то изначально был невыполним. И вы будете расстраиваться. Потому что и потом и вы, и ваш сотрудник скажут: планы не работают, это полная херня. Планы не работают тогда, когда они составлены так, чтобы они не работали. Невыполнимые планы. Я видел такие планы. Когда я начал внедрять планирование на неделю среди своих сотрудников, впервые это был 2002 год, 20 лет назад. У меня были прекрасные сотрудники, я их очень люблю, они очень трудолюбивые, очень настойчивые, преданные делу. И лучший из них принес мне план на 3 листах мелким шрифтом. Тогда мы не особо использовали компьютеры. Многие сотрудники пользовались просто блокнотами и ручкой. И я посмотрел на этот план и сказал, говорю: слушай, это не выглядит реальным. А давай-ка мы с тобой сыграем в такую игру. Вот ты написал эти задачи. А давай мы сейчас примерно прикинем, не сильно погружаясь, сколько каждая задача будет занимать времени. У тебя этот договорчик составить, сколько это? Полчасика? Хорошо. Здесь у тебя встречка с клиентом, сколько? Час встречи? Ага. А туда-сюда подъезд, отъезд и так далее? Ага. 1,5? Хорошо. А вот эта задача пам-пам-пам-пам. И когда он поставил сумму в конце этого списка, там оказалось порядка 68 часов. Это фиаско. 68 часов. Когда ты делаешь план, ты должен требовать от сотрудников, чтобы там было максимум 30-35 часов. И то, если честно, если он запланирует на 35 часов, скорее всего, работать будет часов 45-50. Но это противоречит трудовым кодексам и стандартам, но это, в принципе, выполнимо. Но если там было 68, понимаете, это означает, что этот план гарантированно, 100% будет провален. И теперь вопрос к вам. Как вы думаете, он провалит самые второстепенные задачи? Или, возможно, он провалит приоритетные? Как вы считаете? Я вам скажу, какие он провалит. Он провалит те, которые ему менее привычны. Это, скорее всего, будут наиболее приоритетные задачи, связанные с развитием, связанные с новым уровнем, потому что это те задачи, которые наименее привычны сотрудникам и которые они свойственно откладывать. Им свойственно откладывать. И поэтому, скорее всего, они будут провалены. То есть в результате выполнения такого плана сотрудник устанет, он будет загнан, он будет работать нереальное количество часов. И самое обидное, что это не приведет ни к какому развитию. И работает 80 часов в неделю. Несчастная профессия, которую одобряют родители. Мы ставим сотрудникам в целом, в общем, задачи, которые они должны выполнить. А потом сам сотрудник пишет план, как он это будет выполнять. При этом он оценивает каждую задачу во времени, а вы, как руководитель, он приносит вам этот план, приходит с этим планом, и вы говорите: ну хорошо, давай посмотрим. И первое, что вас интересует в этом плане, естественно, простая вещь. Выполним он или нет. Если он не выполним, вы просто говорите: смотри, не должно быть больше 35 часов, давай что-то резать. Что является менее приоритетным? Поймите, всегда есть что-то, что не приоритетно. Всегда есть что-то, что наиболее приоритетно. Нельзя всю работу выполнить. Вы это корректируете, потом вы задаете ему вопрос: хорошо, вот эти главные задачи, которые я тебе поставил на неделю, какое отражение они нашли в плане? Какие здесь у тебя задачи в плане приведут к тому, что ты достигнешь того, о чем мы договорились? И пускай он вам расскажет. Если вам этот рассказ кажется достаточно правдоподобным и реалистичным, вы говорите: одобряю план, прекрасно, все, иди действуй. И теперь вам в течение недели остается только корректировать, осмотреть, как он идет по ходу выполнения плана. И как только вы это начали делать в самом начале, безусловно, вы столкнетесь с тем, что он там что-то напланировал, что было нереалистично, поэтому в процессе надо будет что-то изменить, добавить,
Вам нужно будет ему помочь это сделать, но ваша задача, как руководителя, добиться, чтобы у него всегда был актуальный план. И он двигался по этому плану. И обратите внимание, это не ваш план, это его план. Он сам его составил. И поэтому он хочет его выполнять в гораздо большей степени, чем если вы скинули ему целый список задач и сказали «иди и делай». И пускай он сам выбирает, когда он будет задачи делать, в какой последовательности, в какое время, в каком месте и так далее. Вам надо, чтобы план был выполнен. Вот это, можно сказать, в 2 словах основная технология того, как работать с планами. Конечно, если вы приходите к нам на акселератор «Бизнес Бустер», мы с вами занимаемся внедрением планирования примерно месяц. Месяц, потому что нужно, все, что я вам рассказал сейчас за 5 минут, нужно иметь это в виде регламентов, нужно обучить сотрудников, нужно определенным образом организовать с ними занятия, чтобы они в это погрузились, чтобы они поняли. Нужно сделать с ними практические занятия, чтобы они свои первые планы составили. Потом их надо подкорректировать. Здесь у вас в процессе проявляются вопросы, и поэтому на бизнес-бустере у вас есть консультант, который помогает на эти вопросы получить ответы и двигаться дальше, и делать следующий шаг. И только когда у вас сотрудник уже несколько недель подряд составил годный план, можно сказать, что в этот момент вы такой «О, новый уровень». И вы почувствуете абсолютно новый уровень. Абсолютно новый уровень, потому что вы вдруг увидите потрясающую вещь, что с каждой недели ваши сотрудники составляют все более умные планы, и с каждой недели у вас, как руководителя, появляется все больше и больше времени, благодаря тому, что оно освобождается. Вам не надо пытаться управлять ими как марионетками, отдавая какие-то отдельные приказы. Люди это ненавидят, потому что это микроменеджмент. Но и вообще оздоровляется деятельность компании, а сотрудники чувствуют себя более ответственными, потому что они решают, они составляют планы. А вы чувствуете, что у вас есть контроль, потому что эти планы позволяют реализовать те цели, которые вам нужны. И это вот такая все планирование за несколько минут.